Хорошо помню, как 40-50 лет тому назад люди охотно делились рецептами приправ. Приправы назывались кто огонек, кто зверобой, кто-то говорил, что у него настоящая аджика. В конце концов, во всех узбекских кафе, столовках на столе всегда стояла паста из чеснока и острого перца, залитая маслом. И это была очень хорошая, очень правильная приправа ко многим блюдам. Вот возьмешь лагман, скажем, вкус какой-то получается, не слишком насыщенный, водянистый. А добавишь такой приправы, и все супер. Лагман мы с вами на днях приготовим. А сегодня давайте приготовим именно приправу к лагману. Только не такую простую, как стояла на всех столах в советских кафешках. Несколько усовершенствованную. Это был перец хуадзе. Перец хуадзе надо сначала подсушить, поджарить, чтобы он захрустел. Понимаю, что кто-то не скажет, что у нас нет никакого перца хуадзе. Ребята, вы смотрите эти сюжеты через интернет. В интернете можно найти все. Можно заказать было бы даже лук-шалот. Я поленился, и у меня самый обычный репчатый лук, который надо нарезать довольно тонко. Чем отличается лук-шалот от обычного репчатого лука? Там вот эти слои, чешуйки потоньше, и поэтому ломтики, поэтому любая крошка получается гораздо тоньше, чем от обычного лука. Но ничего, вкусно будет и так. А вот 2 головки чеснока надо разделить на зубчики, а зубчики нарезать тоненькими таблетками. Не забывайте о перце хуадзе. Не надо, чтобы он задымился. Важно, чтобы от него пошел такой вот легкий дымок и приятный запах. Пересыпайте его в ступку. А еще нам надо точно так же, как лук, тоненько нарезать кусочек имбиря. Можно 2. Понадобится 200-300 мл масла, ставьте его сразу на огонь и не ждите, пока масло разогреется. Сразу перекладывайте в него и чеснок, и лук, и имбирь. Лук, чеснок и имбирь должны как бы вариться в масле, но вариться до тех пор, пока они примут золотистый цвет. И самое главное, что они должны получиться в результате хрустящими. Запомните это. Ну а пока есть время, можно растолочь в ступке перец хуадзе. Перец хуадзе обладает удивительным свойством. От него вкусовые сосочки на языке начинают буквально физически вибрировать, и все вкусы ощущаются гораздо ярче. Обязательно попробуйте его, найдите в китайских магазинах. Обжаривание лука и чеснока очень важный момент. Здесь, как только испарится вся вода из чеснока и лука, так они тут же зазолотятся. И очень важно не пропустить этот момент. Это успех всего мероприятия. И рассчитывайте, что на этот процесс уходит примерно 15 минут времени. Это так же прекрасно пахнет, как и выглядит. Теперь необходимо сцедить все масло. Масло нам еще понадобится. И вот эти зажаристые таблеточки чеснока, струйки лука, имбиря, все это нам понадобится. Вот какое дело, чтобы эти все продукты получились хрустящими, разложите их на бумагу и пусть постоят. Если и после этого они не станут хрустящими, значит надо поставить духовку градусов на 130 до тех пор, пока они не захрустят. Не беспокойтесь, их цвет уже не изменится. 130 градусов. Масло уже напитано ароматом чеснока и лука, но его теперь необходимо нагреть до 190 градусов. Есть у вас кухонный термометр? А ведь понадобится. Перец чили хлопьями. Выбирайте сразу такой, чтобы был не слишком острый. И продают стручками, значит его можно просто взять, да и разломать. Кстати говоря, вот когда покупаете эти свертки, там все равно очень часто попадается вот как раз сюда. В плов-то он не годится. Сверху перец хуадзе. Сверху немного соли. Это приправа. Примерно с чайную ложечку соли. Непременно. Столовая ложка. И еще полстоловой ложки сахар. Кунжутное масло для специфического восточного аромата. Буквально 1 столовая ложка соевого соуса. Смотрите, если у вас попадется светлый, который менее насыщенный, можно взять и 2. Только надо иметь в виду, что он
чуточку более соленый. А теперь поверх всего палочка корицы, несколько лавровых листиков и пара звездочек аниса. Нет термометра, но можно понюхать масло. Люди опытные определяют прямо на запах. Но вы-то какое отношение имеете к людям опытным? Купите себе термометр. Иначе у вас вот это все просто испортится, не получится. Итак, масло и специи работают вместе. Все вместе должно постоять, пока не остынет градусов до 120. Лук и чеснок, опущенные в это же масло, не должны покраснеть. Они должны остаться золотистыми. Я по профессии не повар. Я автор кулинарных книг. И это моя 11-я книга, самая новая из типографии. Давайте сначала рассмотрим обложку. Название «Земля, душа и еда татар» вполне отображают содержание книги. Обычно ведь на обложке полагается изображать, я не знаю, какую-то еду. А здесь ни одного блюда. Но зато здесь есть целых 2 QR-кода. Наводим камеру смартфона на QR-код, и открывается замечательный татарский танец. И не просто танец, а демонстрация самых главных, знаковых татарских блюд. Сметливым людям сразу должно быть понятно, что и все рецепты в этой книге тоже имеют QR-код. И в конце концов начинаем рассказ о татарском народе. Женщина, которой 83 года, из них 70 лет она готовит одно и то же, только катык. Знаете, что такое катык? Вот прочитаете книгу, узнаете. Здесь есть блюда, которые уже начали забываться в татарском народе. Благосостояние народа выросло, и поэтому люди перестали готовить некоторые, очень простые блюда. Но, тем не менее, они очень вкусные. И забывать их нельзя ни в коем случае, потому что это достояние татарского народа. А тем временем мы готовили чахчак. Чахчак – это настолько знаковое блюдо, что чахчак пришлось готовить дважды. Потому что в Татарстане все готовят чахчак по-разному. И рассказываем о чахчаке, который дома приготовить, например, невозможно. Но это то, что следует привезти из Татарстана. Потому что, прочитав эту книгу, вы рано или поздно захотите посетить Татарстан. И у вас возникнут вопросы, а что привезти из Татарстана? В книге об этом рассказано. Если уж что-то непонятно, у вас всегда есть QR-код. Конечно, рецепты, книга, вообще говоря, должна прежде всего вдохновлять людей. Вдохновлять на приготовление этих блюд. Для этого требуются вот такие фотографии. Каждую ниточку скатерти, каждую крошку сахара видно на наших фотографиях. Полюбуйтесь, какая фотография. Аппетитно? Захотелось? В книге более 70 рецептов. Очень много рассказов о специалитетах. Мы ездили по всему Татарстану со съемочной группой, с киносъемочной группой. Снимали что-то там, что-то снимали вот здесь. Ко мне приезжали вот сюда, вот прям сюда ко мне приезжала, там знаменитая татарская кулинар, которую зовут Резида Хусаинова. К нам приходили профессионалы, к нам приходили любители. Мы ездили по районам, бывали в селах, бывали в домах у сельских жителей Татарстана, которые готовили для нас вот эти замечательные блюда. В Татарстане очень многое готовят в печах. Точно так же, как вот в русской кухне. Абсолютно уверен, что эта книга понравится любому человеку, кому ее подарят. И эта книга станет украшением вашей домашней коллекции кулинарных книг. Она огромная по размерам, здесь 440 страниц. Бумагу мы выбрали самую лучшую, которую только возможно было вообще приобрести. Поторопитесь с заказами, дорогие друзья. Скоро новогодние праздники, да и дни рождения не кончаются. Да и вот подарок просто хорошему, дорогому человеку, такая книга, мне кажется, это хорошая идея. Успехов и приятного вам аппетита. Лавровый лист, палочка корицы, звездчатый анис –
Все это уже вполне отдало свой запах и вкус в масло. Их надо просто удалить. Убедитесь, что лук и чеснок, остыв, стали вполне хрустящими. Перекладывайте их в масло. Перемешайте и раскладывайте по баночкам. У вас получилась восхитительная приправа. Кстати говоря, если вам покажется, что масла слишком много, его можно просто сцедить. Но это масло. Не выбрасывайте ни в коем случае. Пару капелек такого масла, например, в тарелку чечевичного супа, и хорошее настроение обеспечено на весь день. Приятного вам аппетита!